Всем привет! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Coffee Talk. Второй эпизод. Это получается что? Сохраните игру. Это получается, что у нас новый день. Да, еще никого не было. Мы тут что? Мы тут все прочитали, кажется. Да, тут точно все прочитали. Здесь? Здесь тоже. Окей, добрый вечер. Кому ты это говоришь? О, привет. Офицер, заходи. Мне понравилась прошлая серия, кстати, до сих пор помню, что там откровения с Хайдом произошли. Прикольно. Привет, Валери. Ой, блин, забыла. Да, мне пришлось немножко остановить на парочку секунд. Забыла написать название для прошлой серии. Так, как дела? Видать, не очень. Офицер? Ой. Извини, что-то я задумался. Бывает. Проблемы на работе? А что еще? Если хочешь выговориться, внимательно выслушаю. Спасибо. Валерий, я угодил в переплет. Что случилось? Ну, не считая череды проблем на работе, ситуация становится все более странной, и я уже совсем ничего не понимаю. Ты о недавних патрулях? Ага. Последние пару дней я анализировал запись камер наблюдения. Вот оно что. И как, камеры что-нибудь засекли? Да и нет. Инфракрасные камеры уловили какие-то размытые фигуры. Они убежали за угол и исчезли. Может быть, это были крысы или кошки, но тогда я не понимал, как издавал звуки, которые слышал. Звуки шагов, смех. Кто? Не кто или как? Там было написано кто? Кто? Знаешь, скорее даже хихиканье. Хихиканье. Оборотни умеют хихикать? Нет, у оборотней такого размера нет. Даже если бы могли, то как объяснить звуки шагов? Понимаю. Сторис от Лукаса. Знаете, почему сатиры в деревнях музыкальнее тех, что живут в городах? Потому что у них пастушьи рога. Шучу, как хочу. Это было... Это сложно. Сложная шутка, извини. Реально сложно. Понимаю. Что же делать? У меня есть парочка идей, но сейчас это всего лишь безумные теории. Короче говоря, я зашел в тупик. Знаешь, Лалари, я думаю про этих фей, о которых говорила Риона. Да? О чем именно? Оказывается, феи — это общий термин для многих видов существ. Раньше так называли всех, кто по каким-то причинам не подчинялся физическим законам нашего мира. Получается, панши — это одна из разновидностей фей? Возможно. Хотя сейчас это уже не так. Со временем список становится все короче. В прошлом феями называли разумных существ, которым... В прошлом феями называли разумных существ, которых люди не могли до конца понять. В их число входили привидения. Привидения? Да. Ты хочешь сказать, что там привидения есть? Привидения. Призраки. Призраки. Видимо, так и было. В смысле, видимо? Это скриним. Ты что, шутить пытаешься? Я не очень понимаю. Да брось. Призраков не существует. Да ведь? Потому что если они все же реальны, я теперь никогда не перестану думать про то чертово дерево. Да, то дерево. Получается, рядом с ним водятся привидения. Возможно. Не понимаю, как у тебя получается сохранять спокойствие. А что в этом такого? Знаешь, сюда какие только посетители не заходили. Некоторые из них явно были не от мира сего. Буквально. Ну да. Наверное, из нас двоих именно я странно на это реагирую. Брось, у всех нас свои заморочки. Это да. Если не секрет, поделишься, почему ты так боишься призраков? О, нет. Это очень длинная история, да и не особо хочу ее рассказывать. Понимаю. Скажу только, что мой страх вызван не настоящими призраками. Вот как? Он не хочет ее рассказывать, потому что он ее априори сейчас бы не рассказал? Или потому что у меня не хватает одобрения его? Ясно. Ждешь, пока я продолжу? Давай поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Ладно, спасибо, что поделился.
Знаешь, это даже забавно. Мой дед такое обожал. Дочка эту тему любит. Они прям мои противоположности. Неизвестное всегда их очаровывало. Меня в какой-то степени тоже. Но я уже так долго работаю в полиции, что для меня неизвестные переменные — это, как правило, неприятности. Да, логично. Они из тех, кто в чем угодно что-нибудь увидит. В хорошем смысле, конечно. Например, приходилось ли тебе слышать про японский сад камней? Они понимают его фишку, я нет, хотя это не мешает мне думать, что на эти сады приятно смотреть, понимаешь? Похоже, ты почти уловил их суть. Да? Уверен, дед мог бы часами говорить об этом с моей дочкой. Жаль, что он умер до ее рождения. Сожалею, что так вышло. Все нормально. Кстати, моя зажигалка ведь где-то у тебя? Да, мы с ней уже успели стать лучшими друзьями. В смысле? У меня нет твоей зажигалки. Да уж. Раньше эта зажигалка принадлежала деду, он купил ее после того, как закончилась война. Говорил, что так он отметил наступление новой эры, во всех смыслах. Его демобилизовали из-за тяжелой травмы ноги, от которой он так и не оправился. Когда-то он жил прямо напротив здания бывшей ратуши. По понятным причинам он не мог далеко ходить. Так что этот район ему нравился, потому что совсем рядом проходили собрания ветеранов и прочее. Ясно. Немного расскажу тебе о той улице. Дед мой был очень общительным. Он не переносил одиночество, прямо-таки терпеть не мог свою мрачную спальню. Так что иногда он выходил из дома, общался с уличными торговцами, которые собирались неподалеку. Кого там только не было. Они и любимцев своих с собой брали. Пестрая компания. У него было припасено довольно много безумных историй о тех временах. Вот оно что. Я к тому, что вчера вспомнил, как называлась улица, на которой он жил. Попробуешь угадать? Неужели? Да, Борн-стрит. Раньше она называлась по-другому, поэтому я не сразу сложил 2 и 2. Но я проверил по документам, все совпадает. Получается, торговцы, о которых он рассказывал, в точку. Знаешь что? Эту зажигалку он купил у них. О, вот так совпадение. Думаешь, это всего лишь совпадение? Это о чем? Да брось. Не может такого быть. По-моему, совпадений уже слишком много. Только подумай о недавних событиях. Про вандализм узнали именно мои ребята, потом это дело перепало мне. Затем кто-то напал на мою машину. Именно мою. Ага. Потом у меня началась полоса неудач. Разбитая кружка, вентилятор, черная кошка. За одну последнюю неделю уже произошло очень много странностей. Ага. Ну и понеслось одно за другим. Моим ребятам поручили провести расследование. Угадай, кто ведет это дело? Я. Потом у нас случился неожиданный разговор с той баншей, твоей посетительницей, засохшее дерево, рынок фей. Сам бы я об этом никогда не вспомнил. Ага. И теперь мы знаем, почему я вечно теряю зажигалку. Как это все может быть не связано между собой? Вот объясни. Ну, если все это так перечислить. Да я тебе говорю, это место зовет меня. Это дело создано для меня. Но они ошиблись с выбором. Мне не по себе от всякой жути. Я начинаю сомневаться во всем, что когда-либо знал, понимаешь? Мне казалось, запутанные дела твой конек. Только не в случае, когда речь идет о сверхъестественном. Нам слишком мало известно о том, что реально, а что нет. Что от них ждать? Хотят ли они нам навредить? Приносят ли они несчастье или наоборот удачу? В чем правда? Кто знает? Может, тебе взять выходной хорошенько выспаться? Чего? Да нет, это я так. Знаешь, одна посетительница недавно посоветовала мне документальный фильм. Да? Про интересные напитки со всего света. Начиная с самых непримечательных, заканчивая самыми странными. Там рассказывается как о местных, так и о самых исключительных напитках. Мне кажется, что один особенно тебе понравится. Вот как. Он обладает защитными свойствами. Делается из кофе, меда и лимона. И еще нескольких ингредиентов. Надо же. От чего же он защищает? Вроде как от неудачи злых духов. Может, он поможет тебе немного расслабиться? Понял. Но даже если мы допустим, что в деле замешаны призраки, они ведь не злые, да? Сложно сказать. Думаю, мне понадобится твоя зажигалка. Зачем-то. Напиток нужно будет нагреть. Мне кажется, нам не помешает дополнительная магия твоей зажигалки. У обычного огня вряд ли будет тот же эффект. И что же ты мне приготовишь? Хотя не говори, я тебе доверюсь. Держи. От нее будто исходит энергия, да. Окей, давай. Сделай ко мне тут волшебный напиток из документального фильма. Да, без проблем. Где? Кофе, мед, лимон. Кофе, мед, лимон. Приготовь.
ух ты. Кеймада. Пада. Предмет тоже ему отдай. Ого. Этот напиток правда светится. Да, он специально для тебя, так что никому о нем не рассказывай. Принято. Вот, держи. Осторожно. Блин, ну ничего себе, это точно можно пить? У меня нет стопроцентной уверенности, но если что случится, я возьму ответственность на себя. Все это глупости, да? Извини, что потревожил тебя. Тебе даже пришло на ум сделать мне этот безумный напиток, чтобы успокоился. Брось, я всегда не прочь помочь, если есть возможность. Спасибо. По крайней мере, с пройдохами имеешь дело напрямую, понимаешь? В отличие от привидений. С таким настроением у тебя точно ничего не выйдет. Что? Там какое-то достижение вылезло. Я его до конца не прочитала, но там что-то типа открыть диалог какой-то, я не знаю, я не увидела. Какой-то открыть диалог, короче. Имада, считается, что этот волшебный галисийский напиток с добавлением алкоголя отпугивает злых духов. Вы только на него посмотрите. Это дух, ты дух. Когда работаешь до 7-го пота, с чем угодно можно разобраться. Но не буквально до 7-го пота, конечно, такой ошибки я больше не совершу. Он умер от переработки, чеша. Маккуин? Кто это? Ты что ли? Привет, Уильямс. Давно не виделись. Ха, и правда, ты кто? Я тебя фоткаю. Эта неделя полна сюрпризов. Дай-ка сяду поближе. Вы знакомы? Более-менее. Мы подружились как-то за обедом. Подружились за обедом? Подружились за обедом. Такое ощущение, что мне нужно сказать «подружились за обедом» таким же серьезным тоном. Но не люблю об этом говорить, мне до сих пор кошмары снятся. Понимаю, не был уверен, что мы выберемся из той заварухи живыми. А, он живой? Ну ладно. Нам и правда повезло, без сомнения. А тут он не появился? Это просто проходимец, да? Да. Это, наверное, просто проходимец, который тут не появится. Окей. Как скажете? Да, не люблю об этом говорить. Какими судьбами ты здесь оказался, детектив? Вряд ли сошел за кофе. Служебная тайна. Я еще не читал брифинг. Что мы все обо мне, да обо мне. Расскажи о своих проблемах со сверхъестественным. Ну, охотишься за привидением? Охоты это не назовешь. Мы обсуждали, как мне справиться со своим страхом всего такого. И призраков. Ну, вроде того. Мне аж плохо становится, как подумаю о духах и прочем. Я легко пугаюсь. Например, скажу честно, что мне было немного не по себе от того, что недавно произошло на Боурн-стрит. Помню. Мне хорошо известно, что без причины страх порождает предрассудки, поэтому не хочу с этим связываться. Хотя мне даже тяжело об этом вслух сказать. Иногда наши самые сложные дела — это мы сами. Или это дела, в которых замешаны привидения. Ага, ты как с этим справляешься, детектив? У тебя есть такие дела? Я бы на твоем месте уже посидел бы. Я стараюсь слишком об этом не задумываться. Когда все-таки задумываюсь, то мне на ум сразу приходит вопрос, если я этим не займусь, то кто? Да никто. Да, логично. Знаешь, когда забываешь, что имеешь дело с мертвецами, то начинаешь видеть в них обычных ребят. Например, помню одно дело, нас вызвали в квартиру с привидениями. К нам обратилась женщина, у которой недавно скончался муж. Только вот он, скажем так, не торопился в мир иной. Ни в какую не хотел уходить. Нам пришлось проводить в той квартире обряд экзорцизма. Ага, блин, слушай, это не какая-то отсылка на... Не помню, на сериал, возможно, «Зло»? Да не думаю, там вроде такого не было. Там... Ну, сериал, конечно, классный, но нет, это, наверное, не то вообще. Просто вспомнилось. Только муж обо всем догадался, спрятался в подвале. Не буду вдаваться в подробности. Но из подвала или чердака-призрака выдворить куда сложнее. Все дело в углах. При этом я прекрасно его понимал. Раньше это был его дом, там все еще повсюду стояли его вещи, ситуация сложная, это ясно. Так вот, спускаюсь я, значит, по лестнице, пытаюсь его выманить. Раз, в подвале заиграла романтическая музыка, зажглись свечи. Обычные сенсорные иллюзии, призраки такое любят. Не успел я опомниться, как оказался за гончарным кругом, а призрак стоял прямо за мной и... Погодите-ка, вы пересказываете сюжет фильма из 90-х? Привидение? Я угадала, что это какая-то отсылка на фильм, но не угадала сам фильм. Окей. Ой. Может быть. Недавно мы смотрели фильм на работе, я заснул еще до начала. Наверное, история засела у меня в подсознании. Захватывающе. А это кто? Привет, детектив. Привет, незнакомцы.
Ты разобрался с тем важным делом, которое я тебе поручил? Конечно. Для у тебя все лицо в крошках. Да, я подождь попал. Такой, хлебный дождь. Ты весь в начинке. Это кровь из огнестрельной раны зажившей. Мы все видим, что ты держишь чек из магазина пончиков. Все. О боже. Вот за что тебе столько платит, детектив. Ну, что я пропустил? Мы обсуждали, как помочь офицеру Уильямсу избавиться от страха перед призраками. Эй, призраками. Ага, ты ведь боишься призраков, Дуля? Без понятия, никогда их не встречал. Мы же подавили бунт призраков. Призраков не существует. Так что не бойся их, все просто. Ну вот тебе и решение. Извини, если не очень эффективное. То, что ты сказал, что они такие же, как мы, это отдельная мысль. Вот-вот. Когда-то они были живыми, как и мы. Если они не пытаются тебя сожрать, жестоко убить или вселиться в твое тело, то все нормально. Очень обнадеживает. Просто поговори с ним. Познакомься с их культурой, выслушай их проблемы или спектральные вопли. Относись к ним так, как относишься ко всем остальным. Не суди их поверхностно. Что не такая сложная задача, потому что их буквально видно насквозь. Мне казалось, ты не веришь в призраков. Особо не слушай, что он говорит. Я так и делаю. Ну, спасибо за советы. Думаю, я ими воспользуюсь. Обращайся. Ладно, Дуля, давай уже прочитаем брифинг по этому делу, выясним, почему мы здесь. Я уже прочитал. И, оказывается, мы должны были арестовать того таксиста. Вместо того, чтобы доехать с ним до самого Сиэтла, да. За что? Он незаконно увлекается таксидермией. Что это? Опять какая-то отсылка или что это? Ладно, пойдем уже, Дуля. Удачи, офицер. Спасибо, Маккуин, правда. И тебе, Дуля. Пока-пока. Надеюсь, проблема с крысами решится. Крысами? Пока, кофейный гений. Береги себя. Вы кто такие? Что это было? Что это вообще было? Представляешь? Кажется, ко мне вернулась удача. Чувствую себя на $1 000 000. Приятно слышать. Все равно спасибо, Валерия. Да особо не за что. Ты как, в порядке? Да, самое время начать думать о том, что делать дальше. Я пойду. Хорошего тебе вечера. Держи меня в курсе, Джорджи, береги себя. Что это было? Итак. Надо бы проверить запас и... Что происходит? Ты здесь? Риона? Привет. Привет. Как ситуация на дорогах? Полный кошмар. На Леонора-авеню идет стройка. О, наверное, вся улица уже стоит. К счастью, сегодня у меня нет доставок. Отлично. Хорошо, что ты заглянула. Приготовить тебе что-нибудь? Да, что-нибудь для горла. Мне отказалось бы от чашечки чая с лимоном и ложечкой меда. Чай с лимоном и ложечкой меда. Какой чай? Какой именно чай? Какой чай с лимоном и ложечкой меда? Какой именно? Ты не сказала мне цвет чая? Чай. Лимон, мед. Может быть, она имеет в виду, который от горла. Вот этот... Нет, какой? Какой от горла? От горла вот это. Окей, чай. С лимоном и медом. Чай, лимон, мед. Давай посмотрим, какой я могу вообще-то подать. Нет, это не оно. Долив или убери это. Нет, не синий чай. Может быть, обычный или зеленый. Может быть, обычный чай. Обычный чай с лимоном и медом. Ой, я зеленый чай. Ну ладно. Допустим, зеленый. Сироп от кашля. Опа. На. Прошу. Походу не то. Блин, походу не то. Лекарство от больного горла. Походу не то. Я ведь не это. Да в смысле не это? А в смысле не это? Ты заказывала? Что ты заказывала? Что именно ты заказала? Ты заказала чай? С лимоном и медом. Я дала тебе чай с лимоном и медом. Видимо, я просто дала и зеленый. А надо было заказать... надо было дать черный, что ли? Надо было... Блять. Ладно.
У меня с ней 0. Zero, бля. 0. Ты видишь? 0. 0. Да за что? Я с ней никогда отношения не налажу. Все, капец. Хана ее истории. Ну да. Извини, давай по новой сделаю. Да нет, не надо. Заберешь? Конечно. У тебя болит горло. В описании написано, что это от горла. Там все те же ингредиенты, просто чай, видимо, не того цвета. В чем твоя проблема? Выпей его. Вкусный чай от горла. Все нормально. Это... Капец. Кстати, вы только что разминулись с офицером Джорджа. В самом деле? Как он поживает? Он много думал о том, что ты рассказывала. Вот как. Ему предстоит разобраться с кучей улик. Так что сейчас он очень занят. Понятно. Как у тебя дела, если забыть про кошмар на дорогах? Я... Честно говоря, последнее время мне есть над чем подумать. Только не знаю, как об этом рассказать и не показаться жалкой. Здесь тебе всегда рада выслушать. Боюсь, это и есть часть проблемы. В смысле? Знаешь, за последнюю неделю я общалась больше, чем за последние несколько лет. Это хорошо или плохо? Это меня беспокоит. В таком случае прошу прощения. Я не к тому, что это обязательно плохо. Просто раньше у меня была уверенность, что я определилась жизненной целью. В последнее время я в этом сомневаюсь. Как так? Вчера со мной наконец связалась Рэйчел. Есть хорошие новости? Нет. У меня с ней совсем разные сферы, так что многого я не ожидала. Но она отправила мне контакты нескольких людей, которые могут оказаться полезными, хотя они не имеют прямого отношения к аудитории, которую я пытаюсь охватить. Ясно. Она подробно объяснила, почему считает, что я должна с ними связаться, и я ей благодарна. Это очень заботливо с ее стороны. Итак, каков твой план? Почему ты в себе сомневаешься? По сути, мне посоветовали постепенно расширить круг знакомств и заявить о себе. Кое о чем напоминает, да? Думаю, ты понимаешь, почему это меня беспокоит. Кажется, да. Но, может, подтолкнешь меня в правильном направлении? Не хочу неправильно тебя понять. У меня такое ощущение, будто это, как бы сказать, легкий путь. Ясно. Но она сказала мне кое-что, что как бы привело меня в чувство. Что же? Ну? Нет никакой гарантии, что из этого что-нибудь выйдет. Только если ты не уверена, что это легкий путь, стопудово проканает этот. Потому что тебе придется сделать куда больше, чем просто позвонить паре людей и дождаться от них ответа. Сечешь? У тебя отлично получается и подражать. Спасибо. Еще она поделилась со мной историями о том, как она начинала, как хорошими, так и плохими. Что-то упало. Добиться, чтобы тебя заметили, это правда только начало. Затем либо за тебя начинает говорить талант, либо ты знакомишься с правильными людьми, которые помогут тебе продвинуться. Даже с учетом, что это получится, ни о какой гарантии успеха не может идти и речь. Выслушав Рэйчел, я прониклась к ней уважением за ее целеустремленность. Понимаю, почему не удалось сделать карьеру. Затем я задумалась, может, Лукас во время нашей первой встречи имел в виду что-то подобное. Да, он говорил о схожих вещах, и как ты воспользуешься ее советом? Не знаю. Это сложно? Не сложнее, чем отправлять записи со своими выступлениями на все прослушивания подряд. И раз за разом получать отказы. Просто даже не пойму, почему. Я испытываю противоречивые чувства. Кстати, о Лукасе. Мы с ним продолжили переписываться. Хотя мне как бы пришлось ему написать. Что-то произошло? Он застрял. Это о том дне, я не помню когда, что тут они писали, что, мол, он такой потерялся, она такая, ты что, потерялся? И походу она его забрала. Я подозреваю. Ну, я еще тогда так подумала. В смысле? Вернее, он написал об этом у себя на странице вчера ночью. Да, припоминаю. Серьезно? Я увидела его пост, когда обновляла график. Он меня встревожил, так что я ответила. А затем он мне позвонил почти сразу же. Он очень громко говорил. Ничего необычного. И был очень пьяным. Вот как? Сначала он отрицал, но этого было невозможно не заметить. Он сказал, что бесцельно бродил по улицам в глубоком раздумье, пока не дошел до парка Кэрри, сам того не заметив. Должно быть, он действительно глубоко задумался, потому что, мне кажется, вчера ночью лил дождь.
А я не уверена. Автобус в ту часть города ходил только до 10 вечера. Я написала ему об этом, потому что он будто бы об этом не знал. Ага. В ответ он позвонил мне, спросил, есть ли неподалеку какой-нибудь другой общественный транспорт. Не легче ли ему было просто вызвать такси? Он сказал, что хочет лучше узнать город. Полночь. Что такого? Вы сами открываетесь с наступлением темноты. С этим не поспоришь. Может, он просто не хотел возвращаться домой? Я могу ошибаться, но мне казалось, что он не любит выпивать. Или он говорил про вечеринки. Все же мне показалось, что дело было в другом. Похоже, он ужинал со своей командой, и ему требовалась дополнительная храбрость, чтобы завести с ними разговор о новом направлении. Ясно. Предположу, что ужин не прошел так, как ожидалось. Возможно. Мне знакомо это чувство. Риона. Но он сказал, что намерен продолжать переговоры, пока они не достигнут компромисса. Отлично. Так ли это отлично? Рэйчел рассказывала, что в начале карьеры у нее хватало похожих проблем в общении с командой. Так и Лукасу сейчас приходится из кожи вон лезть, чтобы получить одобрение тех, с кем он работает. Я просто... Как ему удается сохранять такой оптимизм? Ты о чем? Не могу представить, каково это упрашивать других дать мне шанс. Почти хочется спросить, почему наши успехи и неудачи так зависят от других людей. Неужели одного таланта недостаточно? Но если бы я действительно в это верила, учитывая, сколько я потерпела неудач, то уже давно бы забросила попытки, разве нет? Да, все устроено иначе. Что ты имеешь в виду? Если бы значение имел только талант, то у всех нас были бы одинаковые стандарты. Я понимаю, к чему ты клонишь. Искусство перестало бы быть искусством, если бы в нем появились определенные стандарты. Только вот, когда получается, что все зависит от прихоти оценивающих нас людей, как это может устраивать таких, как Рэйчел и Лукас? Возможно, дело в том, что они не так категорично на это смотрят. В каком смысле? Для них публика — это не судьи, в руках которых сосредоточена власть над их судьбами, а просто источник сложностей, с которыми вполне можно справиться. Все зависит от того, под каким углом ты смотришь на ситуацию. Но эти сложности нелегко преодолеть, особенно когда у тебя нет в этом опыта. Над решением проблем всегда нужно поразмыслить, а если на ум ничего не приходит, можно спросить совета. Потому что в одиночку невозможно знать обо всех препятствиях. И на что стоит обращать внимание, но на помощь всегда могут прийти другие. Ты это имеешь в виду? Понятно. И все же. Риона? Да, извини, я задумалась. Все нормально. Мне пора. Понятно. Ты как вообще? Мне предстоит многое обдумать. Спасибо за внимание и терпение. Разумеется, обращайся. Приятного вечера. Заглядывай. А мы читали? Алло. Да, день закончился. Ну ладно. Безмятежность Акви. Будем сейчас заканчивать, только посмотрим, что там по... Вы поняли, короче. Пятница, 29 сентября. По статьям. Господи, я забыла слово статьи. Увеличение количества сообщений об инопланетянах. Вторжение уже началось? О май гад. Зато выглядит симпатично. Ученые комментируют возможное нашествие водорослей. Дварфира, Течи и Големикс объединяют усилия для создания самовосстанавливающегося бетона. Ой, это что? Тут не было этой игрушечки? Или была? Не было? Ты эльф. Привет. Что происходит? Что происходит? Начало какое-то странное. Тук-тук, есть кто? Что, Бейлис, привет. Почему она смотрела на эту игрушку? Ладно, неважно, давайте посмотрим, что тут. Да, вот это мы читали, а вот это новое. Давайте прочитаем, короче, вот это сторисы. Лукас, хотите узнать, откуда у меня такие крутые очки? Чекните сегодняшнего спонсора. Работаю с ними уже 1000 лет, обожаю их очечи, но это вы и так знаете. Реклама. Обычное расписание Риона. Аквия. Здорово, что в моей жизни есть люди, которые поддерживают меня, несмотря ни на что. Это очень ценю.
И давайте прочитаем вечернюю молву. Воспевай свое тело. Воспевай свое тело за то, что оно скрывает. Правда, внутри, изображая идеального мужчину, идеальную женщину, идеального человека, которым его видит мир. Но не себя. Оно не может быть собой. Собственное я спрятано глубоко внутри, под свитером, который больше на 4 размера. Мама купила его, когда тебе исполнилось 5. В надежде, что однажды он будет тебе в пору. По размеру ли он тебе? Воспевай свое тело за то, что оно носит дизайнерскую одежду, которая под тебя подстраивается. Гуччи для дней, когда не чувствуешь в себе уверенности. Шанель, когда вокруг от Луи Виттон закрывает твое тело, словно гроб. Ты прячешь то, что считаешь уродливым. Версаче, в Диор, не понимая до конца, мальчик ты или девочка, или кто вообще. Тело по-прежнему не знает, что ты желаешь увидеть в штанах Армани. А еще воспевай свое тело за то, что оно выживает. Мода есть мода. В обтягивающей юбке ты женщина, в черной рубашке мужчина, в толстовке ты. Ни жива, ни мертва, мягкие чашки бра заполняют дыру в груди, и ты заматываешь ее, чтобы скинуть тяжесть с плеч. На самом деле ты ищешь лишь причину жить. Когда дьявол приглашает тебя на танец, ты великолепна. Воспевай свое тело за то, что оно растет, сбрасывая такого, прощает мать за ожидание, отца за разочарование, своего владельца, что продолжает рисовать полосы на запястье, молить вот бы уже все, и все же продолжает существовать. О, как счастливы должно быть вены, разносящие надежду по артериям прямо к сердцу. Тело, которое не может оставаться сломанным, тело прославленное, тело прощенное. Воспевай свое тело за то, что оно есть, за то, что оно благословенно каждой клеткой, и как совершенна женщина, как совершенен мужчина. Как совершенно тело вне дихотомии, как совершенные души в поисках тел, которые бы им подошли, словно обувь с полки в шкафу в ожидании своей очереди. Настанет день для красивых высоких каблуков, настанет день для песен о красоте тела. Песен фантастических, тантрических, настанет время, и нагота оживет в гордости. О, сложно. Сложно, но ладно. Да там, короче, что-то, я не знаю, грохнулось, что ли, у кого-то сверху или что-то такое, но... Ну да. Зачем я сохраняюсь несколько раз, это вопрос. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующем видео.